Ой, смотрите, кто вернулся, смотрите, кто вернулся. Даже Привет. долго уговаривать почти что не пришлось. Это канал Тиммейты, это Тома. А это Маша. Это я. Я все еще обижена. Все еще расстроена. Пройден какой-то кризис. Не до конца. Но мне все еще смешно. Поэтому я не могу долго не смотреть. Но давайте согласимся, все-таки он слишком хорош. Скрипя сердцем И пальцами. челюстью. Да, он хорош. Выпросила. Короче, мы смотрим дальше, мы смотрим Феликса. Нам очень сильно важно, так же, как и вам, узнать, где же ответ. Хотела сказать, собака зарыта, но как будто бы не надо. Да как будто бы мы знаем где. Да, Вот тут, даже не зарыта. на фоне. Короче, давайте смотреть дальше. У нас следующая серия про Феликса. И вся правда о Йонбоке, Stray Kids. Ту-ту-ту. Всем лавидомока, кей-поп-эссы, вот ты пришла сюда снова на корице в своих пялиться, ну сколько можно, а обо мне ты подумала, ведь я в очередной раз пытаюсь распутать этот клубок интриг и заговоров против самого беззащитного, как физически, так и интеллектуально, участника группы «Бомжующие дети». Я очень рад, что, двигаясь по следу из салфеток и делая исключительно логические выводы, мы смогли выйти на главного подозреваемого, и я уже чувствую, что мы на пороге срывания всех покровов. Ну как мы, снова я почитал ваши теории, ну что ж вы меня позорите-то, ну где искра, где полет мысли? Вы смотрите, но не видите, а я вот вижу вообще все. А если хочешь увидеть полную картину мира, посмотри предыдущее видео, чем нас кормит Феликс, почему он в разведке и какую тайну Хёнджина он безуспешно пытается постичь, узнаете только в этом видео. Вся правда о Феликсе здесь и сейчас. Поехали! Итак, что мы имеем на данный момент? Все началось с подлого Линоу, но тот оказался всего лишь инструментом в руках хладнокровного Хана, который в свою очередь оказался пешкой в руках жестокого Сынмина, который уже в свою очередь был марионеткой в руках златовласого Феликса. И если вы поспеваете за прогрессирующей кей-поп-шизой в вашей голове, то должны четко осознавать, что Феликс далеко не такой уж солнечный и приветливый, да и вообще там кого не возьми, все как на подбор. Ну что за молодежь? Эти хуже. Зверье каких мало. Посмотрите на него, какой взгляд, какая улыбочка, а сколько слез было пролито по нему. Эх, моя ты, Дилулу, пора открыть тебе глаза на это олицетворение беспощадной расчетливости. Думала, он ничего не скрывает, а может хотя бы на прозвище его взглянешь, Sunshine, так ты думаешь, ты знаешь, что это означает? Я вот сразу столкнулся с трудностями перевода, ведь я не говорю по-венгерски. Но как же нам всем повезло, что овладеть духовной практикой, видеть всех корейцев насквозь мне помогали тибетские монахи, и там же мне пришлось выучить пару слов на местном языке. Sunshine на самом деле переводится как страх. Не знала? Снова пошла по ложному следу. Эх, святая наивность, готова даже в этом монстре увидеть лучик света. Зачем носить прозвище страх? Очевидно, чтобы приводить всех в ужас, убедить нас, что нам следует бояться ослепнуть от этого прекрасного милого личика, и, судя по всему, запугал он Если честно, добрую этот половину страх мы состава испытываем. Stray Kids, но не меня. Небольшой мороз по коже, конечно, прошелся от его россказни о достижениях в боевых искусствах. В отличие от понтореза этого, который самурайский меч только в Дэдпуле видел, Феликс действительно успешный спортсмен, ногами машет грациозно и угрожающе, сразу видно профессионал, а не коряга сутулая. И я сразу же сделал вывод, перед нами Tai Lung. Вот ваш злодей, мастер боевых искусств, внушающий страх всем, кто его встречает. Залетел с двух ног в это болото кей-попское, чтобы выведать секрет Хёнджина. Как же оставаться таким красивым даже в чепчике и с колготками мамиными на голове? Пельмешку можешь съесть, но... Почему Хёнджин пельмешка? Я вот смотрю на старые фотки Феликса, ну это ж прям пельмень, ну неважно. Он еще не догадывается, что секретного ингредиента не существует, но продолжает свое наступление. Естественно, остановить его может только воин-дракон.
О, она. И если у воина дракона главный враг это лестница, то у этого Тайлунга с милированием это столы. Да что с тобой не так? Первый раз вижу, чтоб человек так от мебели огребал каждый раз. Но вернемся к Хёнджину. К сожалению, этот блаженный амбассадор детских шампуней не очень-то подходит на роль воина дракона, хотя родился в нужный год по китайскому календарю. Хотя у нас же тут Корея. Или стоп, Феликс вообще не кореец. И тут уже я закипел. Снова Австралия. Понаехали мигранты отбирать работу у моего Хёнджина. Катись обратно, кенгурушник, у себя дома порядок наводи. Сеул для корейцев. В общем, этот Йонбок, так его зовут оказывается, тасует колоду с фактами как хочет. Австралиец, язык тибетских народов, корейское имя, китайские сюжеты. Заметает следы, путает всех каждым своим шагом. Знакомый почерк, мой юный друг, так это ж наша школа. Я направил письмо нашим северокорейским коллегам с уточнением, есть ли у них... Просто минуту на осмысление. У них в штате некий Йонбок. Возможно, это наш двойной агент, и речь идет о гигиенических мероприятиях салфеточного характера. Не признал, каюсь. Ладно, такой ты милый котик, конечно, я не могу. Так, секунду, такого агента у них нет, да и Феликс по-корейски вообще не говорил. Так я и знал, монстр, расчетливая агентура, но чья и с какой целью? Допустим, он пытается выведать секрет неотразимости Хёнджина, но что его сподвигло на салфетное покушение? Все сходится. Хёнджин с дуру свои игрульки вабобусов процитировал, а Феликс переоценил интеллектуальные способности своего объекта наблюдения, посчитал, что его раскрыли и решил заткнуть ему рот, чтобы не осталось следов. Хладнокровно, жестоко, типичный Феликс безжалостно расправляется с врагами. Даже отморозок Минхо огреб по полной, когда пытался проверить границы дозволенного. Как-то они договорились приготовить ужин вместе, но не дождались Феликса. Чем ответил бедный забуленный мальчик? Правильно, женской техникой психологического воздействия. Высший уровень допуска агента, настолько эта техника опасная. Так вот, он взял этого Минхо и... обиделся. Жесть, вы представляете, бедный маньяч... Он взял. Подготовился. И... Хорошая тактика, кстати. Работает. Чёчек еще неделю выслушивал этот вынос мозга. Вот ты сказал вот это, а поступил вот так. А я думал, мы сделаем так. Какой ужас, мне аж жалко стало. Родной, береги свое здоровье рядом с этим безумцем. Но меня и этим не запугать. Вы думали, я не замечу несостыковок? Как он может быть австралийцем и так хорошо знать английский? Мой дорогой Ватсон, вы опять обосрались. Очевидно, это след Ми-6. Британская разведка. Костюмчик сидит, омега тикает. А шифр Хёнликс не что иное, как кодовое название спецоперации по захвату обаяния Хёнджина и передаче его Феликсу. Но вы спалились, думали, я только на Минхо могу прослушку поставить. Хёнджин у меня под круглосуточным присмотром. Радионяню поставил, и без твоего ведома этот чепчик языком не подавится. Итак, что мы засекли? Мы ведь с тобой как те две крысы. Либо сожрем друг друга, либо всех остальных. Что, пытаешься вспомнить, чему тебя учили? Какие на такой случай инструкции? Что ж, у всех бывает первый раз. С чего ты решил, что у меня это первый раз? Стоп, это что, правда сцена из Джеймса Бонда? Охуеть. Так, ладно, в общем, очевидно, что Феликс с огнем играет, а это прерогатива Хёнджина. Вот они и перестали публичную дружбу демонстрировать, шпионскую операцию Хёнликс провели, и все, больше никаких Хёнликсов. И правильно. Но ведь каким-то образом этот мерзавец смог покорить сердца и стать визуалом вопреки пельменной внешности, заполучив обожание огромного количества кей-поп-эс. Однако параллельно с этим есть определенные
определенная часть любителей Stray Kids, которые терпеть не могут Феликса. Говорят, отталкивает их такая сверхкрасивость. Проведя закрытые исследования, Коала пришел к выводу, а что входит в состав тех самых знаменитых брауни? Уж не Делулу таблеточку он подсовывает всем при любом удобном случае. А хейтеры Феликса просто никогда не ели брауни, вы над этим подумайте. А свой пакетик с оборотным зельем всегда с собой таскает, покусывает себе втихую, чтобы продлить действие хёнджинного обаяния. В общем, мембер под номером 007, та еще сволочь двуличная, продемонстрировал навык запекать собак, когда Скукинграчи тусовался, завербовал сын Мина путем угроз, и события стремительно развернулись как по принципу домино. Но меня интересует, кто толкнул первую доминошку, а я напомню, что ваши лайки и комментарии способствуют продвижению расследования, а если на Телеграм подписаться, можно вообще стать невероятно одаренным сыщиком. Так вот, Феликс агент опасный, способный и имел мотив, но все мы знаем, что у любого шпиона есть штаб, регулярно выдающий задания. Кто сидит в руководстве этого штаба? Кто был способен завербовать настолько опасный образец? Ведь слабых мест у него не найти. Ну, кроме столов. Стоп, столы, мебель, тумбочка. Секундочку! Тумбочка. Секундочку. Хорош. Мы вот-вот подойдем к разрешению этого конфликта, этой ситуации. Ну, мы уже знаем, чем все Ну закончилось. да. Ну да. Ой-ой-ой, что Как же же нам так? делать? М, Мне это было обаятельно почему-то. Типа не... Он красивый и лапулька. Да, как будто бы сложно поверить. Точнее, нет, не сложно поверить в то, что он жопа хитрожопая, Угу. потому что мы точно знаем, что это так. Угу. Вот. Но я имею в виду, что нарыть сложно. Угу. Вот. Угу. Поэтому имеем, что имеем. Угу. Мне просто понравился звук. Мгм. Да, странно. Ам, Хорошо, хоть банчанам мне не обсирали. Спасибо. Просто сказать, что он из Австралии. Из Австрии. Нет, он сказал, что из Австралии. Да. Но вообще из Австрии. Ну, из Австрии. Подписывайтесь на наш канал, на канал ой, да. Коала Лумпура. И увидимся в следующих сериях. Аньян. Ням.